as Anandamayo Vyasat, by nature he's full of ecstatic joy. Описывая Кришну, говорит, что он по природе своей Ананда Майо Вьясат, он первоисточник радости, счастья. So his movements are not to achieve joy, but rather being ecstasy personified, his movements are to extend that joy. Следовательно, его and expand it. действия и поступки продиктованы не его стремлением обрести счастье, но поскольку он является самим олицетворенным счастьем, все, что он делает, направлено на то, чтобы поделиться, дать это счастье другим. And Radharani is the leader of the joy givers, the servitors. А Радхарани, она является главной из служителей, из тех, кто дарует наслаждение, тех, кто служит, наслаждает. And she, we're told, has the Krishna's ecstasy personified. She can extract ecstasy from Krishna and nourish everyone with that. И о Кришне говорит, что он экстаз собственной персоной. И именно Радхарани является той самой личностью, которая способна экстрагировать, извлечь самую суть этого экстаза из него и раздать этот экстаз другим. But her principal servitor, assistant, is Lalita Sakhi. Ее главная помощница, служительница, это Лалита Сакхи. Who is so dedicated to her that we're told, of the two, Radha and Krishna, she more favors Radharani than Krishna. И она настолько предана служению своей госпожи Радхарани, что сказано, что если выбирать из них двоих, то она больше, что она более предпочтительна. Normally we might think, well, wouldn't you like them both equally? Зачастую Or maybe Krishna more. Что иногда нам сложно понять этот момент. Мы думаем, как, разве Радхарани не должна испытывать к ним равную приязнь, или может быть даже Кришне большую? How could you possibly like someone more than Krishna? Как может быть такое, что кто-то, либо ближайшая помощница, нравится больше, чем сам Кришна? It's possible. Но это возможно. So, there are those who favor Krishna more. Но есть и те, кому больше нравится сам Кришна. There are others who are equally disposed. А есть и те, кто относится к ним одинаково. But there's another group who they favor Radharani most. Но есть особая группа, которые считают, что наивысшее положение занимает Радхарани. And they're always promoting her. И они всегда продвигают ее. They're not promoting themselves or interested in a direct connection with Krishna. They're thinking she's the best. We send her to Krishna, she's the best. Они не пытаются возвысить себя, не пытаются сами достичь прямой связи с Кришной, но они, считая, что Радхарани высочайшая и наиболее достойная, помогают ей встретиться с Кришной. No one compares to her. Никто не может сравниться с ней. So if someone is truly, at heart, interested in the pleasure of Krishna, then they'll want to promote Radharani. Поэтому, если кто-то на самом деле, в самой глубине своего сердца искренне желает принести радость Кришне, то он будет способствовать встрече Кришны с Радхарани. Because sometimes Krishna is described, Rasaraj, her parallel, Mahabhav, means Rasaraj, he's the king of rasa, and Mahabhav, she's the queen of emotion, И иногда, the highest loving emotion. описывая эту божественную читу, иногда говорят, что Кришна это раса Радж, владыка расы, царь божественной расы, а она Махабхава, царица божественной любви, самоотдачи. So, Lalita Devi, we mentioned, as just Rupa Goswami described her qualities. И вчера мы уже упоминали о том, как Шрила Рупа Госвами описывает качество Шри Лалиты Деви. Radha Mukunda Pada Nirmanchano Pakarani Kritadeha Laksham Utunga Sohra Vishesha Vasat Pagobam Devim Gunai Sulalitam Lalitam Namami. He says that she's so intense and focused
on the happiness of Radha and Krishna, that she exhibits the greatest intensity and magnitude of serving tendency toward even to prevent even the least remotest slight disturbance from entering that plane. Он говорит, что она настолько сосредоточена на удовлетворении, радости и счастье божественной четы, она настолько рвется стремиться к этому, что она готова предпринять самые величайшие, самые огромные усилия ради устранения даже мельчайшего, незначительного беспокойства, чтобы даже мельчайшее беспокойство не достигло божественной This четы. is the ultimate mood of a servitor. И это олицетворение высшего настроения служителя. Srila Gurudev personifies this in that he is willing to take on whatever trouble that might be associated with the service of Srila Guru Maharaj. And here in Guru Maharaj would be above, he didn't want any disturbance to go to Guru Maharaj's divine thinking, inner culture, which is very pleasing in the upper world. He thought, whatever disturbance there may be, I'll take that on my head. Disturb me, don't disturb him. И Шрила Гурудев является олицетворением подобного настроения в высшей степени. Он всегда говорил, что главное, необходимо оберегать, защищать Шрилу Гуру Махараджа в его внутренней духовной жизни, в его внутреннем мышлении, в богатой внутренней духовной жизни, которая, безусловно, приносит радость и счастье высшему духовному миру. Не следует допускать, чтобы какие-либо беспокойства внешнего мира достигали его и мешали ему. Поэтому беспокойте меня, пусть все эти беспокойства и проблемы придут ко мне, лишь бы это не достигало Шрилы Гуру Махараджа. So no matter how insignificant that thing might be, if it's in fact service to the higher plane, she's ready to, it says, Deho Laksham, take on 100,000 bodies to fulfill that. Поэтому, даже если речь идет о чем-то крайне незначительном, казалось бы, не важном, но если это на самом деле является служением, то ради достижения этой цели она, Шри Лалита Деви, готова, буквально сказано, Дехолакшам, принять 100 тысяч тел ради устранения малейшего беспокойства. And one quality he mentions there is pragalbam, where he says that if Krishna, she feels, is not treating Radharani in the proper way, Lalita Devi is chastising Krishna for that. А еще одно ее качество описано как прагалбхам, то есть, если она чувствует, что Кришна относится к Шримати Радхарани недолжным образом, недостаточно почтительным образом, то она ругает Кришну за это. Sometimes she's even chastising Radharani. А иногда Лалита начинает ругать даже саму Радхарани. So, but Rupa Goswami says, Devim Gunai Sulalitam Lalitam Namami. This quality of hers, which might, from a superficial point of view, seem a little rough, we're seeing it as very soft and sweet, a very wonderful quality. И Шрила Рупа Госвами добавляет к этому, что эти качества, эти черты Лалиты Деви, которые с поверхностной внешней точки зрения могут показаться грубыми, заносчивыми, но мы, как говорит Рупа Госвами, считаем это проявлением необычайной мягкости, необычайной нежности. Because she's not thinking of her own happiness, but their happiness. Потому что она совершенно не думает о собственном счастье, но только о счастье ее. So, the sajjans are those who are wholly given over to Radha Govinda. Итак, саджаны – это те, кто полностью посвятили себя служению этой божественной чете Радхи Говинде. And Toshini means the aspiration to please them, offer them something. А тошани означает стремление удовлетворить их, принести им радость. But in another verse there, Rupa Goswami says that when Lalita Devi is moving in Vrindavan, people know who she's Lalita Devi, Lalita Saki. А в другом месте он пишет о том, что когда она, Лалита Деви, идет по Вриндавану, то все окружающие прекрасно знают, кто она. Это сама Лалита Сакхи. So they're approaching her and saying, I'd also like to join your group if possible.
И люди обращаются к ней и говорят, что если возможно, я тоже хотел бы или хотела бы присоединиться к вашей группе, быть на вашей стороне. I've heard how exclusive it is and how high. И я слышала, насколько эксклюзивно такое положение, насколько возвышенно. So he does. They're approaching her, Итак, они обращаются к ней. but she's also approaching others Но она сама также обращается к другим. because she feels so strongly and wants to expand her particular type of seva that she's canvassing others to join her group also. Поскольку она испытывает настолько огромное, настолько горячее желание еще в большей степени, еще в более обширной степени совершать какую-либо севу, служение, что она обращает других, стремится обратить других на свою сторону и занять их этим служением. So that's something that we can try to say that we've heard in glorification of Lalita. Это некоторые вещи, которые мы могли сейчас сказать из того, что нам довелось услышать о славе Лалиты, Лалиты And she Сахи. appears in Gaur Lila as Swarup Damodar. А в Гаура-лиле она явилась как Сваруп Дамодар. Sri Gauranamatam Swarupa Viditam, the one who's identified as knowing really, truly, deeply why Mahaprabhu descended in this world. А о Сварупе Дамодаре сказано, что он тот самый, кто на самом деле до конца глубоко понимает причину, для чего Махапрабху явился в этом Which мире. is to celebrate and experience Radharani's love for Krishna. А именно это испытать самому и прославить ту глубочайшую любовь, что Радхарани испытывает к Кришне. And so, when we told that for Krishna, when he's covered with the heart and halo of Radharani, he's in what we call terra incognito. И нам говорят, что когда Кришна принимает на себя, принимает сердце и сияние Шримати Радхарани, да, то есть становится Махапрабху, то он оказывается для себя в неведомой земле, terra incognita. Means a land previously unknown or unexplored. То есть он оказывается в области бытия, ранее неведомой ему. So in the depth of his divine madness and feeling separation from Krishna, who is fully capable of assisting and giving him support at that time, but Swarup Damodar, aka Lalita Saki. И поэтому кто способен даровать необходимую поддержку и помощь, когда Махапрабху, находясь в таком состоянии, испытывает глубочайшее опустошение в безумии любви к Кришне и разлуке с ним, никто другой не может дать этой поддержки, кроме Сваруп Дамодара, также известного как Lalita So Saki. each one of these, the great devotees, they're like a devotional lens through which we can view Radha Krishna et al. Итак, все эти великие преданные, они подобны линзам телескопа, каждый из которых позволяет нам ближе увидеть божественную читу Радху и Кришну. They're showing us, they're revealing to us what is that domain. Они раскрывают перед нами тот мир, показывают его нам. Baladev Vijayabhushan says in one place that Govinda is like a jewel in the palm of Rupa and Sanatan. Баладева Вьяпушин в одном месте написал, что Говинда подобен драгоценному камню в ладонях Рупы и Санатана. So when someone rotates a jewel, the facets, they flash to everyone who's viewing that. Подобно тому, как драгоценный камень, бриллиант, который вращается, который рассматривают с разных сторон, тогда различные грани этого бриллианта начинают играть и сиять. Some lightning flash, illumination, revelation. И приходят какие-то отблески разных граней, какие-то проблески, просветления, знания. It's like sometimes when the dead of night and the black sky, when like new moon, you can't see anything, and if there's lightning flash, it reveals everything momentarily. Подобно тому, как в безлунную ночь, в новолуние,
на совершенно черном небе, и если вдруг пролетит молния, то эта молния на мгновение явит все, осветит все. So these are like flashes of devotional brilliance that give us a glimpse of reality. Итак, эти отблески преданности, отблески этого сияния, они раскрывают перед нами реальность, позволяют нам увидеть ее. Lalita Saki, Riga. Any other question? Есть ли еще вопросы? Yeah. Я слышал, что в духовном мире, душа имеет духовное тело. Мы находимся в материальном мире, у нас как бы материальное временное тело, а какое положение занимает душа и какую форму она имеет, именно находясь здесь, в материальном теле? I heard that in spiritual world, all souls have spiritual bodies. Right now we're in material world and we have material temporary bodies. But what is position, where is the soul located and how is it manifested while we are here in material temporary bodies? Guru Maharaj addresses this in the subjective evolution of consciousness. Шрила Гуру Махарадж описывает, отвечает на этот вопрос субъективной эволюции сознания. And in a nutshell, spiritual world is called the Chit Jagat. Если в двух словах, то духовный мир называют чит And this джагат. is the Jara, means the conscious world and the world of dull matter. Мир сознания называют джара, то есть речь идет о мире сознания и мире мертвой материи. So for the spiritually conscious soul to navigate the world of matter, there needs to be some intermediate position. И для того, чтобы душа по природе своей духовная могла двигаться, каким-то образом соприкасаться с миром мертвой материи, необходим некое посредничество, некое среднее положение. Because Chirabhas means a shadow of one's spiritually conscious existence. И это среднее положение называется чидабхас, то есть отблеск сознания. That shadow is mind, intelligence, gross, subtle body. И этот отблеск проявляется как ум, разум, эго, грубое и тонкое тело. Any other question? Есть ли еще вопросы? Мы знаем, что в лигах Рады Кришны принимает участие 8 сахи основных. Какую роль играют манджари в этих играх и какие обязанности они несут по отношению к божественной чите? We heard that in pastimes of divine couple, Radha and Krishna, 8 sakhis play the most important role. And what is the position of manjaris there? What kind of service do they do? What is their responsibility there? Yeah. We're actually forbidden to enter into these discussions by our Guru Varga. На самом деле наши гуру-варга, наши учителя запрещают нам обсуждать подобные темы. Because first, we have to, as given in Chaitanya Charitamrita, it says, Vaikuntyar Prithivyadi Sakala Chinmaya. The spiritual world is constructed of consciousness. Прежде всего, базовая идея объясняется в Чайтанья Чаритамрите, что вся духовная реальность изначально состоит из сознания. Chinmoy. That means spiritually conscious, dedicating substance. Состоит из чинмой, что означает исполненная духа преданности и самоотверженности сознания высшего порядка. That means the soil is Krishna conscious. В этом стихе говорится, что даже почва, даже низшие The элементы, grass springing out of the soil is Krishna conscious. даже земля там сознает Кришну, трава, что растет, сознает As Кришну, are the trees and everything in that environment. а также деревья и все, что там растет. So, as in this world, these bodies have been generated from exploiting tendency. Но в этом мире эти тела, в которых мы сейчас находимся, были порождены нашими склонностями к эксплуатации. These form tamasa bahurupena vestita karma hetuna. Manu says that present we're dressed in our karma.
или как ману, говорит об этом. Сейчас все мы, живые существа здесь, одеты в одеяние своей кармы. The parallel is that the spiritual form, muktir hitvanita rupam swarapena vivasiti, there is a spiritual form that is generated from dedicating tendency. Но в отличие от этого, духовный облик, духовная форма, духовное тело порождается склонностью этой души к самоотдаче, к самопожертвованию, духовными стремлениями. So, we mentioned yesterday that Saraswati Thakur's response to Bhaktivinoda Thakur saying he's a sweeper in the marketplace of Nityananda Prabhu. He said, then if he is a sweeper, then I am a straw in his broom. Вчера мы говорили о том, что когда Сарасвати Такур ссылался на слова Бхактивинода Такура, о том, что он является лишь скромным подметальщиком на рынке Нитьянанды Прабху, то Сарасвати Такур продолжал эту мысль, говоря, что тогда я лишь одна веточка, соломинка в метле Бхактивинода Такура. So, Guru Maharaj said, if you can understand this, then you can understand the unit of measurement or the unit of construction of the spiritual form. И Шрила Гуру Махарадж говорит, если вы сумеете понять эту идею, тогда вы сумеете понять, что является основным строительным блоком духовных обликов, из чего состоит духовное тело. So, there's a great tendency from our present position, if we go into the details of that discussion, that we'll commit offense and misconceive. Сейчас существует огромная склонность, очень сильная склонность, что если мы в нашем нынешнем положении будем углубляться излишне в детали духовного мира, высшей реальности, то мы при подобном рассмотрении совершим оскорбление. So, some general idea we can give, as we're telling earlier. Поэтому мы можем дать какое-то общее представление, о котором мы уже говорили. But if we try to go into the details, we'll commit offense. Но если мы попытаемся углубиться в подробности, тогда мы совершим оскорбление. It's inappropriate to our present position. Это неуместно для нашего нынешнего положения. So we'll be projecting mundane experience upon the higher reality, and that's an offense. Поскольку мы будем переносить свои материальные ожидания, материальный опыт на духовную реальность, а это уже само по себе оскорбление. So we need to grasp the notion of dedication. Поэтому прежде всего нам необходимо ухватить суть понятия преданности. And so our Guru Varga, you can see even on this subject, which sloka are they quoting? The sloka that highlights dedicating tendency. И в линии наших учителей, в их поведении вы можете увидеть, что какие шлоки, стихи они выбирают из Писания, какие они цитируют чаще всего, те, что говорят о преданности, о самоотдаче. So we've been cautioned. Поэтому нас предостерегают так. And Saraswati Thakur's motto, Pujala Ragapat Gaurava Bange Matala Sarujana Vishayarange, that which is higher and worshipable should be kept above. И также этот лозунг Шрилы Сарасвати Такура о том, что то, что находится выше нас, это достойно нашего поклонения и вечно будет в этом If we положении. try to bring it down here, it will become polluted. Если мы попытаемся низвергнуть и низвести эти высшие понятия на наш нынешний уровень, то это неизбежно осквернится, станет чем-то Because грязным. that world, its foundation is constructed out of dedicating tendency. Потому что в том мире даже самые первые элементы, даже сама основа того мира состоит из склонности к преданности Without самоотдаче. even trace amounts of exploitation. В этой склонности нет даже остатков, никаких следов эксплуатации. So as long as we're polluted by the exploiting tendency, we're cautioned against hearing the intimate details of the pastimes of Radha and Krishna and their
assistance. И до тех пор, пока мы осквернены до какой-то степени склонностью к эксплуатации, нас предостерегают, до тех пор нас и предостерегают от того, чтобы обсуждать слишком интимные, глубокие детали взаимоотношений Радхи и Кришны. But what we can understand is just deeper and deeper levels of dedication. Но что мы можем понять сейчас, это что речь идет о все более глубоких и глубоких уровнях самопожертвования. And that's what distinguishes one region of the spiritual world from another. Именно это является критерием, по которому разделяются различные области духовного мира. There was hundreds of years ago, sometimes the Mughal rule of India, some king, you're always hearing from this minister going back and forth about these wonderful mangoes in India, because they don't have them in their own country. Когда-то, несколько сот лет назад, один из могущественных моголов, которые правили Индией в то время, услышал от своего министра слова. Министр постоянно говорил ему о чудесных, необычайных манго, которые растут в Индии, в каком-то районе, но отсутствуют в местах, где они живут. And so that minister, he'd like bring some, but by the time they got there, they were spoiled. И этот министр постоянно пытался привезти какие-то из этих великолепных манго, но ко времени, когда они достигали назначения дворца, они уже портились. But still the king, I really want to have this experience. Но все равно этот царь, правитель, думал, что нет, я хочу испытать этот вкус. So then he thought, well, let's see. He got a bowl and put in some tamarind there mixed with water, there's some turmeric color, sugar, sweetener, and made this ras, so to speak. И тогда он взял чашу с водой и стал добавлять туда тамаринт, порошок куркумы, еще какие-то вкусовые, цветовые добавки для того, чтобы пытаться создать эту, ну сказать, расу, вкус. And then he dipped his beard in the bowl. И окунул свою бороду в этот, так сказать, нектар. And then he offered his beard. The king said, "Suck my beard, and then you'll know what mango is." Этот министр таким образом намочил свою бороду в этом соке нектаре и сказал царю: если ты пососешь сейчас мою бороду, то ты тогда получишь представление об этом вкусе. So it's something like that. Наше положение в чем-то сродни этому. We're hearing about this higher substance, Мы слышим о каких-то высших материях, but if you try and bring it down to this plane, it gets rotten along the way. но если мы пытаемся низвести их на свой уровень понимания, то в этом процессе они неизбежно гниют, портятся. So then we start substituting other things to try and assimilate that experience. Тогда мы пытаемся заменить их составляющие какими-то материальными элементами, пытаясь сымитировать этот вкус, этот опыт. Any other question? Есть ли еще вопросы? Можно к этой же теме чуть-чуть вопрос. Тогда есть ли какие-то сходства между нашими чувствами любви и разлуки и духовными чувствами? Maybe along this topic, is there any similarities between our feelings of love, affection towards those divine feelings? Well, it reminds me of a statement in Prabhupada's Bhagavad Gita in a purport. Мне вспоминаются слова Шрилы Прабхупады, которые он написал в одном из своих комментариев в Бхагавад-гите. He says our natural love for Krishna has been pervertedly manifested as lust. Где он говорит, что наша любовь к Кришне искаженным образом проявилась как вожделение. And this is reiterated in the Chaitanya Charitamritam. И читание Чаритамрита подтверждает эти слова. Kamandatama Prem Nirmala Bhaskar. Says Kam, lust, which goes by the name of love in this world, it said it's like dense darkness.
в читании Чаритамрити сказано, что кама, то есть вожделение, которое в этом мире обычно называют любовью, но по сути оно является вожделением, подобно густой тьме. And praying